Всім привіт! Я Шторм, ви на каналі eSports Battle, і це наша рубрика «Відеоінтерв'ю». Сьогодні у мене в гостях Ігор Пантера, гравець в кібербаскетбол. Ігор Пантера Іксбол Можаровський. 31 рік, місто Київ, дисципліна eSports Battle баскетбол. Улюблена команда Boston Celtics, досвід гри 3 роки. Любить робити фейди, але останній раз тримав баскетбольний м'яч у руках 2 роки тому. Не полюбляє готувати, але гарно смажить суперників. Привіт, Ігоре. Як тебе справи? Чим займався останні 2-3 дні? Працював, грав і тренувався. Можеш взагалі розказати, як ти почав цим займатися, як в тебе з'явилося захоплення баскетболом, кібербаскетболом? Да, конечно. В принципе, баскетболом я увлекаюсь уже очень много лет. И в кибербаскетбол просто любил играть, как обычный ребенок, там, после школы, после университета. Вот, так это все начиналось. Никогда не думал, что это закончится каким-то более профессиональным уже уровнем деятельности, потому что я просто не представлял раньше, что такое возможно для себя. Все началось с того, что мой друг уже участвовал в проекте этой компании, он играл в футбол, FIFA. И когда компания открывала новую линию, вот, по кибербаскетболу, он, зная меня и как я играю в этот баскетбол, он понимал, что я могу что-то показать, і предложив мені себе попробувати свої сили. От, я прийшов і так попав. Мені дуже цікаво дізнатися, чому саме баскетбол, можливо, в дитинстві ти десь більш-менш професійно грав? В школе, да, я играл в баскетбол и не более. Это была всего лишь школьная команда. Вот, после этого, в принципе, я увлекался только кибербаскетболом. Мне в целом нравится, как эта игра построена, как это все выглядит со стороны. Для меня это интереснее, чем обычный футбол или какие-то другие виды спорту. Ну, просто, знаєш, там в дитинстві ми там з друзями приходили там один з одним там в фіфу там пограти один проти одного, а якось от баскетбол, я пам'ятаю, грав десь у 8 чи 9 році. Це прям прикольно було, там кар'єру стартував, ну я маю на увазі у самій грі, там за Лос-Анджелес Лейкерс грав, і прям прикольно було. Але от, щоб, знаєш, рок за роком переходити з однієї серії на іншу, якось воно не чіпляло. От тебе сама гра якось от приваблювала дуже? Це чи просто, ну, от баскетбол, блін, круто, я буду і в цьому році грати, і в наступному, і там якісь інші дисципліни мене не цікавлять просто? Ну, оно просто как-то затягивало само по себе, потому что я в целом очень сильно люблю НБА и за ним слежу. Мне интересны все эти звезды, как у них это все устроено, как идет у них турнир, вот эти все нюансы, они классно переданы в самой игре, практически идеально. Поэтому для меня эта игра просто максимально комфортная для моїх інтересів і увлечений. Чи можна в кібербаскетболі знайти собі опонента, якщо ти з ним знаходишся не на лані, а от по мережі інтернет? Да, конечно же, там есть много режимов, и просто обычный плей-нау, в котором ты играешь за целую команду против других игроков, которые, ну, вас находят на сервере. Вот, и вы соревнуетесь. Там есть очень много других режимов. Самый популярный — это моя карьера, где ты играешь за своего игрока, вот, за конкретную позицию, с конкретными задачами, и должен максимально качественно ее выполнять и это делать. Вот, это самый популярный режим, где ты только один игрок. И вы можете быть командой из 3 человек, из 5 человек, там есть режимы и в двойки. То есть, в принципе, очень много контента самого интересного, это когда ты играешь сам за себя, за своего игрока. От хочеться спитати тебе про старт взагалі кіберспортивної кар'єри. Як ти вирішив, що ти хочеш саме цим займатися більш професійно? Чи це не просто хобі для тебе вже, а й спосіб заробітку? Ну, для начала это было просто хобби, вот. А когда в дальнейшем это начало все лучше и лучше получаться, то я просто не смог остановиться. Просто оно затягивает тебя все больше и больше. Здесь есть еще такой нюанс азарта. Вот, это очень азартная игра, потому что если ты любишь побеждать, и у тебя это получается, то тебе сложно потом с этим остановиться. Це, можливо, там все починалося тебе з якихось місцевих там лан-турнірів, таке щось було? Там, знаєш, ну там прийти там 4 гравці, і ви там граєте, хто перше місце займає. Нет, такого у нас не было. В основном это чистый онлайн был, как бы, где вы никого не видите, друг друга вообще не знаете. И иногда мы просто играли с друзьями в приставку, когда вы сидите рядом. Ну, это режим самый стандартный, когда вы за приставкой там отдыхаете, где-то играете. А друзям взагалі цікаво було з тобою грати?
Когда-то поначалу да, сейчас уже нет. Я просто уявляю, ну, там, окей, FIFA, мені здається, що до неї пристосуватися набагато простіше, ніж до баскетболу, тому що от коли я пробував грати у кібербаскетбол, ну воно прям чаще комунікувати гравець з гравцем, і от щоб у тебе нормальна атака була, захищатися, ну прям дуже тяжко. Ну, я не знаю. Я, скорее всего, согласен с тем, что там есть большие сложности и нюансы, которые нужно знать. Для меня, в принципе, сейчас зайти в FIFA поиграть, меня просто вынесут. Я совсем не понимаю, как там играть. Но я могу показать уровень уже в баскетболе. Вот так мы можем с моим другом встретиться, который играет в FIFA. Вот. Я начну играть в его, так сказать, на его поле. Футбол. У меня просто нету шансов. Я даже не понимаю, что мне делать, а он уже знает кучу кнопок, кучу механик и возможных там тактик и вариаций. То же самое, когда он уже встречается со мной на моей площадке. Какие бы команды мы ни выбрали, у меня всегда будет намного большее преимущество, потому что я знаю определенные нюансы в этой игре, анимации, тактические ходы и там лазейки, через которые все это работает. Потому что каждый день мы с этим сталкиваемся. То есть это все очень сложно, даже FIFA. Просто если ты этим занимаешься профессионально, то у других шансів особо не буде. Можеш більш детально розповісти, як ти взагалі от потрапив на eSports Battle? Так, ти казав, що тебе порекомендував друг, і ну от як ти наважився вже, ну такий, блін, окей, я готовий. Да там все очень просто было. Был день отбора, и, в принципе, нужно было себя показать, что ты что-то умеешь. Вот, я пришел, показал, и все, как-то так. Ну, якось от більш детально, тобі потрібно було когось обіграти з... Да, то есть собралось какое-то количество игроков, вот, вас разбили там на пары, нужно было сыграть каждый с каждым, показать какой-то уровень, с этого всего собиралась статистика, и в дальнейшем получался заключительный результат. Есть люди, которые абсолютно не понимали ничего в этих механиках, и им было очень сложно. А те, кто могли составить уже какую-то конкуренцию, проходили дальше отбор. Можеш більш детально розповісти про взагалі концепцію турніра і змагання вашого? Да, у нас, в принципе, концепция как регулярный чемпионат в баскетболе, без плей-оффа. Мы играем каждый с каждым, определенное количество матчей, и от этого уже строится турнирная сетка на данный конкретный турнир. Тобто з результатами дня там... Да. Кто больше победил, вот, і тот становиться чемпіоном. Ти казав, що слідкуєш взагалі за NBA, за командами. От мені хотілося б дізнатися взагалі, коли от з'явилося бажання у тебе слідкувати там за NBA, тому що часовий пояс там не дуже комфортний. І мені здається, якщо це там десь в дитинстві з'явилося, то було прям ну, от, важко дивитись. Да, я, конечно, смотрел это всегда, скорее всего, в повторах или в записи. Все началось из финала НБА, кажется, 2006 год был. Вот. Тогда Шакил О'Нил и Двейн Вейд обыграли в финале Dallas Mavericks. Вони за Майами, здається, грали, да? Да, за Майами. И тогда я впервые в целом посмотрел, как происходит сам финал. До этого я ни одного финала НБА не видел. Я увидел эту картинку, эту невероятную атмосферу, и мне это очень сильно понравилось. Тем более я как раз болел за Майами, а они как раз начали побеждать и вытащили этот финал, стали чемпионами. Я был просто в восторге и с тех пор как бы старался не пропускать уже ни один фінал і в цілому більше слідити за НБА. Мені дуже подобалось взагалі от завжди в NBA, коли, я так розумію, це наприкінці сезону відбувається, коли там обирають там найкращий данк, чи там найкращий чувак, котрий трьохочкові закидує. І от пам'ятаю, грав за, здається, Даллас чи Денвер Дірк Новіцький. І да, він прям, всього, Даллас був. Напевно, що да. І він прям бігав от по цій лінії і абсолютно всі трьошки закидував. І тоді, я не пам'ятаю, можливо, це десь 8-9 рік був. У тебе є от якийсь улюблений гравець, чи улюблена команда? Ну, да, конечно, есть. Просто они у меня периодически меняются. В зависимости от того, как я уже тоже смотрю на баскетбол немножко иначе с возрастом и того, как я в целом количество времени уже провожу в этой игре. Сначала мне нравились очень сильно в начале Джо Джонсон. Это не самый лучший игрок в целом для НБА, но он считался всегда звездой. Вот. А в дальнейшем потом я начал болеть за Джеймса Хардена. Вот это был для меня очень такой важный игрок, который в целом, наверное, вот самое важное время, которое я уделял баскетболу, был для меня он. Но сейчас, к сожалению, его карьера уже так немножко скатилась, и сейчас приходится уже смотреть за новой кровью, новыми игроками, там, в стиле Джейлена Брауна или там Энтони
Эдвардса, например, да. Вот сейчас уже новое поколение и уже новые любимые игроки. Я не привязываюсь к конкретному на всю жизнь, потому что это не имеет смысла, баскетбол не вечный. Да, есть, конечно, Леброн Джеймс, который просто до сих пор играет на высочайшем уровне. Но это просто какой-то уникальный случай, единственный в стиле Месси или Криштиану Роналду. Таких больше нет. А от саме команда, чи от на тебе все-таки на першому місці гравці? Ну, в первую очередь, конечно, больше игроки симпатизируют, потому что команда это такое. Там и тренера меняются, и организация часто может пойти в другую сторону. Вот, за этим сложно как бы привязываться, если честно. Хотя есть люди, которые прям, что бы ни случилось, всегда болеют. Просто я немножко не из таких. Я долгое время болел за Хьюстон Рокетс, как раз, которая строилась вокруг Джеймса Хардена. Потому что мне нравилась система баскетбола, которую они там построили. Очень хороший коллектив. И очень интересную игру показывали. Но, к сожалению, так они чемпионами и не стали. Тогда они попали на доминацию Golden State Warriors. Вот. Сейчас очень интересно смотреть за Boston Celtics. Там классный молодой коллектив, который, в принципе, уже был однажды в финале, но проиграл. Но они достойны... Це в минулому році, здається, ну, в минулому сезоні. В прошлом, в позапрошлом. Да. Потому что сейчас чемпионы у нас Denver Nuggets получаются. Вот. А до этого победил Golden State. Они как раз Бостон обыграли. Я болел за Бостон, но, к сожалению, им не хватило опыта. У них классный был коллектив, и сейчас они одни из сильнейших команд НБА считаются. Буду болеть за них, надеюсь, что у них получится все в этом году. Ти граєш взагалі в баскетбол отак от, ну, на вулицю, там, Ну, з друзями? Максимально на любительском уровне, когда с друзьями, и то очень редко. Вот. Я не сильно прям высокий для баскетбола, вот, поэтому мне сложно в этой игре. Да, в целом я больше раньше занимался спортом в стиле каких-то единоборств или просто качалка, тренажерний зал. Як ти взагалі вважаєш? Мені от було дуже цікаво спитати у саме гравців, кіберспортсменів, котрі грають там чи в кібербаскетбол, чи в кіберфутбол, наскільки впливає твій скіл у реальному житті на твоє вміння там розуміти гру саме там на комп'ютері чи на приставці? В целом, конечно, какие-то минимальные концепции понимания в целом баскетбола тебе, естественно, помогают, когда ты первый раз попадаешь в эту игру. Вот. Но чем больше ты времени проводишь в самой киберигре, когда понимаешь эти все нюансы, тонкости работы, какие-то скрипты, да, баги и недостатки этой игры, ты все больше и больше начинаешь понимать, что это уже не настоящий баскетбол далеко. Это кибербаскет, и он играет совсем по другим принципам і правилам. Там совсем все іначе. Наскільки взагалі впливає на кіберспортивну складову от зміна гри? Тому що, я так розумію, у вас кожен рік нова гра виходить. Вона сильно змінюється? Чи це просто там якісь графічні зміни невеличкі у там ліпшу сторону? От саме геймплейна частина? Тут в зависимости, конечно, от года. Бывает, что сильно меняется даже графика, когда там был переход с 4-й PlayStation на 5-ю. То есть это прям смена поколения, да, очень сильная разница замечалась. Если сравнить 23-ю и 24-ю, поколение приставок не поменялось, графика не сильно изменилась, но механика игры довольно существенно ощущается. Особенно если взять режим именно Play Now, в который мы играем, где ты управляешь за большую команду из всего коллектива. Там, да, для нас, к сожалению, а может и к счастью, это абсолютно новая игра в этом году. Она по-другому играется, совсем не так, как в прошлом. Ну, тобі що більше подобається? Да в целом, мне кажется, сегодняшняя игра меня вполне устраивает. Мне нравится что-то новое. От старого уже устаешь, потому что ты много времени в этом проводишь. И что-то новое для себя, оно дает тебе новые возможности и желание чему-то новому учиться. Чим ти займаєшся взагалі, от, окрім кібербаскетболу, у вільний час? В свободное время, да по-разному. Раньше вот любил в тренажерный зал ходить или чем-то в стиле спорта заниматься, но в последнее время забросил. Как-то стало тяжеловато, что ли. Себе змушувати ходити? Да, возможно, просто обленился, не знаю. Просто пока что на это я забил, можно так сказать. Вот. А сейчас, провожу время с друзьями, в кино ходим, просто отдыхаем, какие-то бары, иногда какие-то времяпрепровождения, заведения и просто интересные локации. Просто отдыхаем и пытаемся наслаждаться жизнью. Да, еще есть какое-то время, там, которое ты уделяешь обучению, чему-то новому для себя, но это уже такое. Досуг у нас самый простой.
То мені хотілося дуже у тебе спитати про твою мрію, а от мені здається, що ти ну прям дуже хотів би, слухаючи твою розповідь взагалі про NBA, що ти дуже хотів би потрапити от на матч улюбленої команди, на стадіон. Да, конечно. Я думаю, у нас нет ни одного человека, который не хотел бы этого. Мгм. В идеале, конечно, попасть на финал, но это было бы прям быть супер. Я не уявляю взагалі, скільки там коштують квитки на. Я тоже не представляю. Надеюсь, когда-то мы сможем себе это позволить. Но Да, 100% це да, вдасться. это будет, конечно, интересное времяпрепровождение. Тем более, в целом, культура Америки нам очень сильно довольно близка и нравится. У них в спорте очень много интересных вещей, не только в баскетболе. У них в целом сама спортивная культура на высочайшем уровне, к которому, я думаю, нам нужно стремиться. Обов'язково. Дякую, Ігор, тобі велике за Спасибо. розмову. Це був Ігор Пантера, кіберспортсмен з кібербаскетболу. Я Шторм. Всім величезне дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, тому що далі ще більше відеоконтенту.